Данное видео будет полезно не только тем, кто изучает английский язык, а для тех, кто его преподает. То есть для вас, уважаемые коллеги по цеху. В сегодняшнем видео мы с вами обсудим, почему фраза «у меня плохо что-то получается», если мы будем ее переводить дословно, она не будет являться самым очевидным выбором в языке англофонов. Также мы с вами сегодня будем говорить про прагматику. Итак, представьте ситуацию, если вы хотите сказать «я плохо плаваю». Если вы изучаете английский язык, подумайте, как бы это вы интерпретировали. Если вы учитель, как бы вы объяснили данный лексический элемент своим студентам. Можете поставить данное видео на паузу, а потом посмотреть, совпали ли наши идеи. Тему для сегодняшнего видео я почерпнул из одного reel, где фраза I'm bad at подавалась отдельно от каких-то других фраз и как прямой перевод нашего с вами русского «я плохо владею чем-то, говорю, пишу, танцую». Если вы посмотрите в корпусе и попробуете понять, что чаще попадается в речи, на письмо, вы увидите, что I'm not good at или I'm not really good at и все вариативности этой фразы будут встречаться гораздо чаще, чем простое, холодное factual I'm bad at. Когда человек использует I'm bad at, это может делаться либо для того, чтобы кого-то немножко рассмешить, это какой-нибудь стендап, например, или шутка, то есть вы опережаете, идете на опережение, чтобы вас никто, не дай бог, там не унизил, как-то не принизил, не сказал это раньше, чем вы сами себя унизили. Такой self-deprecating language. Также в интернет-комьюнити очень часто люди используют прямолинейный, скажем так, negative, пессимистичный язык для того, чтобы им дали совет. Ну, часто люди ищут советы и говорят, что вот я вообще ничего не умею, руки у меня растут из одного места, помогите, спасите. Это делается целенаправленно и специально. В речи же в большинстве ситуаций, особенно это касается ситуаций, когда вы на интервью, job interview я имею в виду, либо вы разговариваете с друзьями, с людьми, которые не очень вам хорошо знакомы, может быть, с коллегами по работе, либо же вы ходите на свидание. Если вы будете дословно переводить, вот наша русская «у меня плохо чего-то» и говорить I'm bad at, я вам гарантирую, что долго вы не протянете, потому что в культуре англофонов не принято очень self-deprecating, так себя принижать. Вы, по сути, говорите, что я лузер и ничего не умею. Сравним два предложения. Вы говорите I'm bad at this. Первая фраза, когда вы говорите I'm bad at this, предусматривает, что все, вы сдались, лапки кверху подняли, давайте мне свечку, моменту море, я готов. И I failed, it's a failure, я больше ничего делать не буду, все. И вторая фраза I'm not really good at this открывает, так сказать, небольшую форточку. There's room for growth. Вы еще можете улучшить тот навык, который у вас плохо получается, и вы как бы не констатируете факт, что все, я сдался, а вы говорите, что на данном моменте я еще не догоняю, не добираю, у меня не получается, как бы, но я, если захочу, я еще ого-го. Я вам покажу там всем. И как раз здесь в чат входит наука pragmatics или прагматика. Я очень часто использую это слово, не знаю, все ли понимают его или нет. Если говорить кратко, то прагматика — это то, как мы выражаем наши мысли в конкретных контекстах и почему мы так говорим. То есть знание фразы no worries вам еще не дает возможности ее правильно использовать. Нужно знать, где, после каких других фраз ее использовать, какой контекст, можете ли вы читать меж строк и так далее. Это очень важно, чтобы понимать сарказм, шутки, прибудки и так далее. Приведу классический пример. Фраза I'm good, thanks. Сама по себе фраза говорит нам не о том, что она грамматически, лексически обозначает. I'm good, thanks, если вы переведете. Со мной все хорошо, спасибо. Но грамотный зритель знает, что I'm good, thanks – это вежливый отказ. Сумочку предложили вам at checkout, говорят do you need a bag? Вы говорите I'm good, thanks. Или чего-то там вам предложили, вы говорите I'm good, thanks. Спасибо, оставьте себе. Потому что говорить просто no, no, no сам по себе очень краткий ответ. No, it's very negative. Помним, в культуре англофонов сохраняем positive mindset, positive thinking, стараемся сгладить углы, делаем так называемый
hedging. Hedging — это когда мы не прямолинейно, а витиевато уходим куда-то в сторону, дабы ничего не наговорить плохо ни о себе, ни о собеседнике. То есть, когда мы изучаем грамматику, смотрите на это, как будто вы изучаете правила игры. А прагматика — это уже как в эту игру играть так, как все остальные. Какие же фразы можно использовать, чтобы сказать «я плохо что-то делаю». Например, вы можете сказать I'm not good at this. I'm not good at it. И это, кстати, самое частое слово после фразы I'm not good at. Либо просто it, либо this, либо that. Если в корпусе посмотрите, больше всего статей встречается именно с этим словом. То есть будет какой-то контекст до этого, и в конце вы скажете I'm not good at this. Это может быть у вас плохо получается извиняться, говорить прощай, сдерживать эмоции или еще что-нибудь. Например, I'm not really good at goodbyes. У меня очень плохо получается прощаться, все, очень сентиментальный человек, до свидания, давайте все сразу уйду. I'm not really good at small talk. У меня не получается small talk вести, поэтому я заранее извиняюсь. Также, если вы идете в караоке, вы можете сказать про себя I'm not the best singer, but I can carry a tune. I'm not the best singer. Смотрите, вы не говорите, что I'm so bad at it. Я сейчас так спою, у вас из ушей польется кровь. Я пою не очень, но могу там чего-то там сделать в караоке. То есть вот вам еще один паттерн. I'm not the best singer. I'm not the best driver. I'm not the best swimmer. I'm not the best reader. I'm not the best speaker. И так далее. Здесь мы через существительное выражаем. Вместо really, I'm not really good at this. Вы можете сказать I'm not very good at this. Эти два слова, они взаимозаменяемые и убирают еще больше негатив, потому что вы там в любом случае используете not. Слово сказать, когда я смотрел этот reel, как теркой по ушам вот эта фраза I'm bad at this, I'm bad at this, I'm bad at this. В русском языке такой смысловой нагрузки и такой тяжести это слово, эта фраза не несет совершенно. Но когда вы, особенно с незнакомым человеком, например, пришли на свидание, и человек постоянно, вы сидите, пытаетесь человека поближе узнать, а он вам I'm bad at this, I'm bad at that, I'm bad at this. Вы сидите и думаете, что он ноет? Напрашивается на комплимент. Не, нафиг. Мне такого пессимизма не нужно. У нас в мире достаточно его, хочется чего-нибудь позитивного. А если вам надо пошутить, или вы, может быть, практикуете английский и делаете стендап, то ради такого комичного эффекта, или, может быть, вы ищете специально какой-то совет в интернет-сообществе, в чат-румах, например, то, пожалуйста, be my guest. But don't take my word for it. Do your own research. Сейчас в этом мире не надо верить никому, даже мне. Поэтому понаблюдайте вокруг вас, как люди выражают те или иные эмоции. Слышите вы чаще I'm not good, really good, very good и так далее, похожие фразы. Либо прямолинейное, сухое, негативное, пессимистично настроено I'm bad at this. Ну и напоследок скажу вам еще очень интересную фразу, которую можете услышать. I'm average at. Такой я, среднячок. I'm average at everything I've ever done. У меня получается так среднее. Все, что я когда-либо в жизни делал. Итак, если вы не смотрели это видео и перемотали до сего момента, кратко подытожим. Если вы учитель, я бы вам рекомендовал вообще фразу I'm bad at не вводить, особенно на начальном этапе. Она студентам вашим не нужна совершенно, потому что они эту фразу в речи услышат не часто, а вот именно I'm not good at или I'm not the best куда более будет практичная фраза. И можете объяснить, что в этой культуре принято всегда о себе говорить в позитиве. В позитиве, что вы растете, there is room for growth, а лузерам никто себя показывать не хочет, на комплименты напрашиваться тоже не хочет. Вот, кстати, сейчас я пока вам это говорил, мне навеяло в Японии, я помню, кстати, у них в культуре принято себя очень сильно принижать. Даже когда вам делают комплименты в Японии, там нужно сказать, да нет, что вы, японский у меня вообще никакущий, ничего я не знаю, и палочками я пользоваться не умею. Кстати сказать, я помню, я приехал, и я умел есть палочками, потому что, я с Дальнего Востока, у нас там палочки, это обычный, так сказать, столовый прибор. И я знал уже на тот момент, что когда вам делают комплимент, делается это из вежливости, и так себе комплимент. И когда мне сказали, что я умею хорошо есть палочками, я ответил, что вы бы видели, как я орудую вилкой. Один удар, 4 дырки. Вот. И сделал комплимент человеку, который ел ложкой, что у него очень хорошо получается есть ложкой. Как вы понимаете, после этого мне комплиментов, как я ем хорошо
палочками больше никто в этой компании не делал. Еще больше полезности на моем инстаграм и телеграм-канале Kirill's_English. Если вас интересуют индивидуальные онлайн-уроки со мной, в описании под этим видео есть вся информация. А я желаю всем отличных выходных, отличной рабочей недели. Пока!